Новый год – новые правила. С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в положении о крупных сделках и сделках с заинтересованностью. И чем нам грозят эти изменения, мы сегодня обсудим с Константином Галиным, специалистом по корпоративным спорам. Костя, привет! Привет, Наташа. Насколько я знаю, данные изменения коснулись в первую очередь лиц, которые могут оспаривать такие сделки. Да, действительно. В частности, если брать изменения по кругу лиц, которые имеют право оспаривать крупные сделки и сделки с заинтересованностью, ранее такие сделки могли оспаривать любые акционеры или участники обществ. Сейчас установлен порог в 1% в отношении акционеров и участников обществ, которые имеют право оспаривать такие сделки. Но, насколько я знаю, что существует две точки зрения. Одни ученые считают о том, что данные изменения кардинально меняют, и в том числе сужают, изменяют круг лиц, которые могут оспаривать такие сделки. А другие говорят о том, что данные изменения ничего нового не приносят, то есть поменялись только формулировки. Да, действительно, две точки зрения есть по поводу последствий этих изменений. С одной стороны, очевидно, что такие изменения, они достаточно сильно сужают круг лиц, которые имеют право предъявлять иски. Но с другой стороны, необходимо обратить внимание, что и ранее акционеры или участники обществ могли оспаривать крупные сделки и сделки с заинтересованностью только в том случае, если их голосование на собраниях акционеров, собраниях участников этих обществ могло повлиять на результат одобрения этих сделок. То есть достаточно тяжело представить себе такую ситуацию, когда голосование акционера, которого меньше 1% акций, повлияет на исход голосования об одобрении крупной сделки. Но тем не менее, изначальная цель этих изменений достаточно очевидна. Эта цель состояла в том, чтобы оградить компании от большого количества оспариваний крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Удалось это или нет, это уже другой вопрос, и это покажет практика применения этих норм законодательства. То есть, если у меня меньше 1%, я вообще могу пойти с иском об оспаривании крупной сделки или сделки с заинтересованностью? Да, предъявить такой иск возможно, даже если у тебя нет 1%. Наличие такого процента проверяется уже судом на стадии рассмотрения дела, и существует определенный порядок, при котором участник общества или акционер, подавший иск об оспаривании сделки, он приглашает и остальных участников и акционеров присоединиться к его иску. И если в совокупности они соберут 1% или более, будучи соисцами, то вместе они будут иметь возможность оспаривать эту сделку. То есть получается, что если у меня меньше 1%, я все равно иду с иском в суд, приглашаю других акционеров, они ко мне присоединяются, и если у нас вместе есть 1%, мы спокойно можем оспорить такую сделку. Да, действительно, это так. А что еще нового появилось, помимо 1% барьера? Кроме того, появился новый заявитель, который может оспаривать крупные сделки с заинтересованностью. Это член Совета директоров. Ранее такого заявителя вообще не существовало, но вопрос в том, насколько распространено будет обжалование крупных сделок или сделок с заинтересованностью именно членами Совета директоров. Полагаю, что такие дела не так часто будут появляться в судебной практике. Спасибо, Костя. Надеюсь, что теперь стало немного яснее, какие именно были изменения приняты, а то, что именно они нам принесут в новом году, мы узнаем только тогда, когда практика будет сформирована. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях. До скорого!